Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня интересный рецепт, но он интересен не только своим приготовлением, а еще и своим названием. Сегодня я буду готовить курицу по-еврейски. Скажу вам честно, прожив в Израиле много лет, ни в одном ресторане или кафе я в меню этих ресторанов такого блюда не встречала. Но такое блюдо все-таки есть. Сегодня мы с вами, друзья, его и приготовим. Итак, курочка по-еврейски. Для приготовления этого вкуснейшего блюда, друзья, в принципе, не нужно много ингредиентов. Это лук. Но лук такой играет тут основную роль, потому что он должен превратиться в такой хороший луковый соус. Это как минимум 4 луковицы, таких довольно крупных. И куриные ножки, 8-10 ножек вам понадобится. Из специй соль, перец и, как ни странно, я буду использовать немножко пищевую соду. Зажигаю огонь под сковородой. Сковорода нагревается. А я сейчас начну резать лук и прямо отправлять его на сковороду. Лук режем, друзья, не крупно. На несколько частей вот так. И теперь нужно измельчить. И можно просто разрезать луковицу на 3 части. И уже нарезать такими треть кольцами. Не старайтесь нарезать слишком толсто. Итак, друзья, нужно порезать все луковицы. Как я сказал, у меня их 4. Вам может показаться, что лука очень много. Оно так и будет выглядеть на доске. Но в сковороде лук утушится и много его не будет. Ну вот, я могу уже потихонечку нарезанный лук отправлять на сковороду. Заметьте, я пока ничего не наливаю масла. Я кладу лук на сухую сковороду. Вот, она уже сковородочка немножко нагрелась. Я это слышу по шипению. И продолжаю нарезать оставшийся лук. Отправляю весь оставшийся лук на сковороду, который я уже порезал. Видите, как много, больше, чем пол сковороды. Но не волнуйтесь, все будет хорошо. Это даже лучше, потому что нам нужно, чтобы из него получился соус. Потому что мы в этом соусе будем тушить нашу курочку. Вот теперь я добавляю немножко огня и добавляю оливкового масла. Тут же я лук присолю. Немножко добавлю перца на лук. И перемешаю, чтобы лук равномерно размешался. Отлично, достаточно. Ну вот сейчас, друзья, пришло время нашего основного секретного ингредиента. Я беру чайную соду и добавляю на это количество, ну где-то вот смотрите сколько. Вы видите, это меньше, чем пол чайной ложки. Этого вполне достаточно. И начинаю перемешивать. Огонь средненький. Лучок будет сейчас начинать жариться и тушиться заодно. Сода поможет ему превратиться в соус. В этом-то весь смысл соды. Для большего ускорения процесса я накрою лук крышкой, так он побыстрее стушится. А я пока готовлю окорочка. Что же я с ними сделаю? Я их просто слегка надрежу. Это даст возможность пропитаться соусу внутрь ножки. Вот таким образом. Если кто-то из вас, друзья, на очень сильной диете, то можете снять шкурку с ножек. Но я не снимаю. Значит, у меня получается 9 ножек. Так что исходите из этого количества. На 9 ножек 3-4 луковицы хорошие довольно. Это еще не все с ножками. Теперь мы их тоже должны довести до ума. Я их солю прямо здесь. Солю хорошенечко, чтобы они перемешались. Добавляю черного перца, крупного помола. Посмотрите, какой перчик хороший. Да, ну тут вот вступает в силу закон нашей любви к специям. Если кто-то нравится, ему добавляйте сюда любые специи. Я, наверное, знаете, что добавлю? Я еще добавлю сюда немножко паприки копченой. Я думаю, и цвет будет красивый, и по вкусу тоже не повредит.
Можете любую паприку сладкую добавить, горькую, это как вы любите. Видите, цвет сразу будет очень красивый. И еще раз я это должен перемешать хорошенько. Вот, паприка, запах такой у нее вкусный, копченый. Ну вот уже ножки становятся красивыми. Ну вот фактически наши ножки готовы для дальнейшего приготовления. Теперь мы ждем с вами лук. Как только лук станет таким, какой нам нужен, то есть когда он превратится в соус, мы туда отправим наши ножки. Ну что ж, посмотрим, что у нас с луком происходит. Ай, какая красота, посмотрите. Какая красота. Сода, она как раз растворяет лук, и он превращается постепенно, из лука превращается в луковую кашицу. Это как раз то, что нам надо. Ну, он уже практически, видите, какой? Уже практически лук растворился. И сейчас самое время отправлять наши окорочка сюда в сковороду. Отправляю окорочка по одному в этот прекрасный луковый соус. Курочка утопает в этом соусе, пропитается. Она сейчас будет готовиться еще минут 30-40. Представляете, как она пропитается этим луковым соусом? Какая это будет вкуснятина, мне трудно передать словами. Видите, на эту посуду вот 9-10 ножек прекрасно входят. Итак, друзья, видите, как все у нас совпало. Количество лука, количество ножек. Все это объем сковороды. Все позволило приготовить это достаточно красиво и объемно. Поэтому, если вы будете готовить больше, на большую семью, значит, вам нужно брать, соответственно, большую посуду. Итак, друзья, я убираю огонь на поменьше и накрываю крышкой на 20 минут. Минут через 20 мы откроем, перевернем ножки и еще минут 20. Наша курочка по-еврейски готова. Итак, друзья, прошло 20 минут. Давайте посмотрим, что у нас происходит. Ай, как это красиво. Ну что ж, я вот сейчас, видите, соуса вполне хватает. Чтобы немножко прибавить пикантности и при этом немножко загустить соус, я добавлю кисло-сладкого соуса чили. Он, конечно, украсит вкус. Ну, немножко, где-то пара столовых ложек. Немножко вот так его перемешаю. Я опять накрываю крышкой и еще, наверное, минут 15. Терпение, друзья, терпение. Еще у меня будет курица тушиться минут 10. Я открываю крышку. И сейчас самое время натереть пару зубчиков чеснока. Сразу так чесноком запахло. Ой, как это все вкусно. И накрываю. Теперь до полной готовности. Чуть не забыл, друзья. Пару лаврушек обязательно добавьте. Итак, друзья, прошло всего 35 минут. Конечно, зависит время приготовления от тех ножек, которые вам достались. Молодые или не очень молодые. Ну, в среднем где-то 35-40 минут. Я выключаю огонь. Прекрасно пахнет, прекрасно выглядит. Ну что ж, мне осталось положить это на тарелочку. Как всегда, красиво, чтобы подать. Ножки совершенно приготовились. Я вижу, что они готовые. Я все ножки не буду выкладывать. Вот, у меня поместилось столько, чтобы было эстетично. И последний штрих. Вот этот феноменальный соус. Посмотрите, как он лук превратился, видите, в такую луковую кашицу. И это очень вкусный соус, который мы сейчас наши ножки сверху и польем. Вот
такая вот курочка по-еврейски у нас получилась, друзья. Это очень вкусно, это очень полезно и довольно незатратно. И, конечно же, не забудьте подписаться на канал, друзья, поставить лайк, напишите ваш комментарий, как вам понравился этот рецепт. Всем приятного аппетита, хороших выходных, удачи, здоровья. С вами был Серж, друзья. Всем пока.